Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию мышки зефиринки. Итак, давайте продолжим наше вязание. Вяжем лапки-ножки. Берем пряжу дополнительного цвета, у меня это розовая, и набираем 2 воздушные петли. Один и 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. У меня вот этот крючок очень хороший, я им очень довольна. Японский крючок, производитель Тулип, но конечно, не очень удобно с ним подхватывать ниточку. Он немножечко, вот здесь вот этот вот носик короткий, коротковатый крючок. А так в целом я им очень довольна. Он скользит просто обалденно. 2, 3. Провязали 7 столбиков без накида, отметили новый ряд и далее будем делать 7 прибавок. То есть будем провязывать в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд вяжем в таком порядке. Вяжем 1 столбик без накида и 1 прибавку. Так мы повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Повторяем так до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 28. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд мы будем вязать 28 столбиков без накида за перегородки между петлями. Сейчас я объясню, как это. Итак, первая петля, заводим крючок с изнаночной стороны и выводим к лицевой стороне. Далее вторая петля, заводим крючок с лицевой стороны, выводим к изнаночной стороне, и вот у нас мы подцепили перегородку между петлями. Подцепили ее и провязываем обычный столбик без накида. Провязали. Далее то же самое делаем. Вводим петлю, ту же вторую петлю, вводим уже теперь с изнаночной стороны на лицевую. Третья петля, подхватываем с лицевой стороны, выводим к изнаночной стороне. Вот она, подхватили мы перегородку между 2 петлями и провязываем столбик без накида. И так мы повторяем до конца ряда. Благодаря этой вязке у нас получится такой вот рант на ботиночке. Итак, я дошла уже до конца ряда, и вот сейчас мне нужно провязать перегородочку между 28 столбиком без накида 5 ряда и первым столбиком 6 ряда. Итак, завожу крючок, вывожу у первой петли 6 ряда, протягиваю ниточку и вяжу столбик без накида. Так, далее отмечаем новый ряд
И следующие 3 ряда мы будем вязать с вами без изменения. В каждом ряду по 28 столбиков без накида. Итак, провязали 3 ряда без изменений. Сейчас вот эту вот ниточку зафиксируем на какой-нибудь из петель вот здесь, чтобы она была зафиксирована у нас. Вот так. И дальше продолжим вязать. Следующий ряд по счету это у нас 9. Будем вязать в таком порядке. Провязываем сначала 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее делаем 6 убавочек подряд. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. 1 убавка, 2 убавка. Итак, провязали 6 убавочек и далее до конца ряда провязываем еще 8 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 8. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд будем вязать 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее делаем 4 убавочки подряд. 1 убавка, 2 убавка. Провязали 4 убавочки и до конца ряда провязываем еще 7 столбиков без накида. Всего у нас в этом ряду должно получиться 18 петель. Провязали, отмечаем новый ряд. Следующий ряд вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. И так мы будем вязать до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Ой, чуть не забыла про пластиковый кружочек, который нам нужно ставить вовнутрь ботиночка. Итак, берем кружочек, вырезанный по размеру подошвы ботиночка, и вставляем вовнутрь. Подгоняем под края. Все. И вот так он у нас там будет лежать внутри. И довязываем. Я все довязываю этот ряд. По счету он у нас 11. Довязываем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, отметили новый ряд. Следующие 3 ряда
мы будем вязать без изменения в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, отметили новый ряд, и на этом этапе можно будет наполнить наш ботиночек наполнителем. Наполняем плотненько, но в то же время соблюдаем меру, чтобы не было так вот слишком твердая игрушка на ощупь. Берем наполнитель маленькими порциями и внутри, как бы втирая по внутренним стеночкам изделия, равномерно располагаем наполнитель. Наполнили ботиночек наполнителем. Далее мы будем менять цвет пряжи. Вот этот вот последний столбик без накида, 12, его немножечко распустим. На нем мы будем менять цвет пряжи, переходить на основной. Так, оставим розовый недовязанный столбик, и серой пряжей мы уже будем его довязывать. Так, отмечаем новый ряд, и следующий ряд 12 столбиков без накида мы будем провязывать за заднюю стеночку каждой петли. Итак, вяжем 12 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли до конца ряда. Провязали, отметили новый ряд. Здесь вот были хвостики при отрезании розовой пряжи и вот хвостик серого. Завязываем их на узелочки и прячем вовнутрь. Далее продолжаем вязать. Далее следующие 4 ряда мы будем с вами вязать без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, отметили новый ряд. Далее будем вязать 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10 и делаем одну убавочку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Далее отмечаем новый ряд. Следующий ряд будем вязать 3 убавки. Делаем 3 убавочки подряд. 1 убавка. 2 убавка. И 3 убавка. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и далее 1 прибавочка. В одну петлю провязываем 2 столбика без накида. Провязали, отмечаем новый ряд. Следующий ряд вяжем 3 прибавочки. В одну петлю провязываем по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Следующую петлю 2 столбика без накида. Вторая прибавка. И в следующую петлю еще 2 столбика без накида. Третья прибавочка. Далее провязываем до конца ряда 6 столбиков без накида.
5 и 6. Отмечаем новый ряд. Кстати, на этом этапе можно немножко наполнить нашу ножку. Берем наполнитель и наполним. Итак, наполнили. Продолжаем наше вязание. Отметили новый ряд. И следующие 3 ряда мы будем вязать без изменений. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали 3 ряда без изменений. В следующем ряду провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7. Слегка вот так вытягиваем петлю. На этом наша первая ножка, лапка, ножка готова. Отрезаем серую ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вот так. И вот слегка вытянутой петелечкой мы оставляем в сторону. И вторую лапку вяжем точно так же, только в конце ниточку не обрезаем, а будем продолжать наше вязание. Итак, я связала вторую лапку, ножку, провязала 7 столбиков без накида и далее продолжаю вязание, довязываю этот ряд, оставшиеся 5 столбиков без накида, довязываю этот ряд до конца. Вот так. И далее провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Берем вторую лапку и соединяем за вот эту вот вытянутую петелечку, подтянем ее, чтобы она уже не была вытянутой, и соединяем соединительной петлей. Вот так вот соединили. И вяжем столбики без накида уже вот по первой ножке до конца ряда, до маркера. Тут слишком много положила наполнителя, мешается, цепляется. Довязали до конца ряда, и теперь вот маркер именно первой ножки, это и будет у нас отметка нового ряда. А вот этот вот маркер, который он был у второй ножки, мы снимаем, он нам уже не нужен. Итак, отмечаем новый ряд. Далее 8 рядов мы будем вязать без изменения. В каждом ряду будет у нас по 35 столбиков без накида. Если вот так вот сложить все наши петли по ножке и по соединению, допустим, вот по ножке у нас вот 12 по этой, 12 по этой, далее здесь у нас 5 петель с одной стороны и 5 петель с другой стороны, то итоговое количество петель по математическим подсчетам должно получиться 34. Но нам нужно сделать, чтобы у нас получилось 35. Как мы это сделаем? Это можно сделать вот здесь, там, где соединение, где-нибудь в каком-нибудь любом месте, просто провязать в одну петлю 2 столбика.
и выйти нам на общее количество петель 35. Итак, там, где соединение у нас, провязываем очень плотненько столбики без накида, чтобы потом, когда вот будем наполнять наполнителем, чтобы не образовались дырочки. И, допустим, вот здесь вот посерединочке сделаем прибавочку. Вот так. Благодаря которой потом у нас будет общее количество петель 35. Итак, я дошла уже до фронтальной стороны. И здесь вот вместе соединения тоже в каждую петелечку провязываем столбики без накида. Тоже стараемся плотненько, чтобы вместе соединения у нас потом не образовались дырочки при наполнении наполнителем. Кстати, вот эту же ниточку не забываем зафиксировать за какую-нибудь петелечку изнутри и спрятать вовнутрь вязания. Итак, один ряд из 8 рядов, который мы будем вязать без изменения, мы провязали. Отмечаем новый ряд и еще вяжем оставшиеся 7 рядов по 35 столбиков без накида в каждом ряду. Девочки, прерываю свое вязание 8 рядов без изменения, так как у нас сейчас будет тут изменение. Извините, пожалуйста, просто забыла про хвостик. У первой мышки я хвостик пришивала, так как я изначально не знала, где он будет, в каком именно ряду он будет располагаться. А в этой вот мышке я решила ввязывать в вязание. Итак, сейчас я по счету на 33 ряду. Если вот считать от ножек, 33 ряд это по счету полностью, 33 ряд. И 7 ряд, начала уже 7 ряд вязать из тех 8, которые я говорила, будем вязать без изменения. Вот. Но если считать, вот так будет легче, у ножки, там вот где были прибавочки, вот с задней стороны, там где вот были прибавочки, то будем считать вот так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот это был 11 ряд. И вот сейчас в 12 ряду, мы от прибавок на ножки мы будем ввязывать с вами хвостик. Вымеряем серединку, возьмем хвостик. Здесь вот посмотрим, нам нужно 3 петельки, так как мы вот тут вот заканчивали наше вязание 3 столбиками без накида. Вымеряем, вот я вот так вот смотрю, у меня вот это вот идет серединка, вот эти вот 3 петли, и значит до этих 3 петель нужно провязать. Так, 1, 2, 3 я уже провязала, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот до моих серединных 3 петель мне нужно провязать 9 столбиков без накида. Вы смотрите по своей плотности вязания, посмотрите, сколько вам нужно провязать до серединных 3 петель. Да, так, 3 я провязала, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Берем хвостик,
прикладываем его и провязываем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2, 3. И дальше вяжем до конца ряда столбики без накида. Это, еще раз говорю, повторяюсь, из 8 рядов, те, что без изменений, это у нас по счету 7-й ряд. Довяжем этот ряд до конца и еще один ряд без изменения по 35 столбиков без накида в ряду. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд по счету у нас 35-й. В нем мы будем вязать в таком порядке. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, плюс 1 убавочка. Провязываем 2 петли за передние стеночки вместе. И такую комбинацию мы продолжаем до конца ряда. Конечное количество петель у нас должно получиться 28. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд мы вяжем в таком порядке. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 убавка. И так продолжаем вязать до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали. На этом этапе можно наполнить наполнителем нашу игрушку. Наполняем хорошо, наполняем плотненько. Особенно вот в коленной части. Нужно хорошо плотненько набить, наполнить наполнителем. Наполнили наполнителем, продолжаем наше вязание. Следующие 9 рядов будем вязать без изменения. Отмечу новый ряд. В этих каждых рядах будет по 21 столбику без накида. Итак, вяжем 9 рядов без изменения. Провязали 9 рядов без изменения. Можем наполнить наполнителем. Наполнили немного наполнителем. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду будем вязывать наши лапки-ручки. Итак, сначала провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее берем правую лапку. Там, где мы делали убавочки, они должны смотреть во внутреннюю сторону. Итак, берем правую ручку и провязываем ее вместе с туловищем 4 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем
6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Берем левую ручку и провязываем ее тоже вместе с туловищем 4 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. И до конца ряда провязываем еще оставшиеся 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Итак, верхние лапки ввязали в игрушку. Продолжаем наше вязание. Отметим новый ряд, и следующий ряд будем вязать в таком порядке. Вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Такую комбинацию мы повторим до конца ряда. Итоговое количество у нас должно получиться 14. Итак, вяжем до конца ряда 1 столбик плюс 1 прибавка. Провязали, наполним наполнителем. Продолжаем вязание, отметим новый ряд. Далее вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так мы повторим 4 раза. И в конце закончим 2 столбиками без накида. Итак, вяжем 4 раза 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так, это у меня уже второй раз. Так, это у меня уже третья комбинация. Так, четвертая. И до конца ряда у нас остается еще 2 петли, провяжем их 2 столбиками без накида. Так, отметили новый ряд. Следующие 3 ряда будем вязать с вами без изменения. Это у нас уже будет шея. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. При наполнении наполнителем игрушки вот эту вот грудную часть и шею наполнять нужно очень и очень плотненько. Итак, вяжем 3 ряда без изменения по 10 столбиков без накида в каждом ряду. Игрушка уже очень высокая получается, поэтому не совсем удобно вязать на камеру. Провязали, отметили новый ряд. Кто не подписан на мой канал, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение в следующей части. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока.